Дорогие друзья, перед вами история Василисы, женщины, столкнувшейся с искусной ложью под маской любви. История о том, как интуиция и холодный расчёт сошлись в смертельной схватке за право называть дом своим. Прежде чем мы начнем, мне очень интересно, из какой вы страны, дорогие слушатели? Напишите в комментариях, откуда вы нас слушаете. А теперь устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Он появился в моей жизни как раз тогда, когда я, вымученный клятвой, решила наглухо затворить двери своего сердца, оставив для карьеры единственный ключ. В тот самый момент, когда хрустальные замки моих амбиций должны были сомкнуться, Анатолий переступил порог нашего офиса, неся с собой запах дорогого парфюма и тихого переворота. Новый руководитель отдела продаж. Он был высок, строен, а его карие глаза смотрели на мир с безмятежной уверенностью человека, знающего цену своему слову. Его улыбка, мягкая и чуть насмешливая, казалось, была щедростью, предназначенной лично мне, Василисе, старшему менеджеру, уже научившейся отличать деловую любезность от искреннего интереса. Наша профессиональная орбита неизбежно пересекалась. И однажды, после блестяще заключенной сделки, где моя интуиция сработала безошибочно, он остановил меня в коридоре. «Василиса, у тебя потрясающее чутье на клиентов», — произнес он, и слова его прозвучали как признание высшей пробы. А затем, снизив голос до доверительного полушепота, предложил: «Может, обсудим новую стратегию за ужином?» Я согласилась, нарушив собственное железное правило, продиктованное страхом перед любым осложнением, способным отвлечь от главной цели. Той весной мне едва исполнилось 28, и я, наконец, стала владелицей собственного дома. Не просто квартиры, а именно дома. Небольшого кирпичного с покатой крышей и крошечным садом, приютившимся в тихом переулке на окраине города. Он достался мне ценой 5 лет аскезы, тотального самоограничения, бессонных ночей над чужими проектами и отчаяния, когда каждая неполученная премия казалась концом света. В день, когда холодные металлические ключи легли на мою ладонь, я поклялась, что это лишь первый оплот моей неприкосновенной крепости под названием «самостоятельность». Тот ужин с Анатолием, начавшийся как деловая беседа, плавно перетек в глубокие сумерки, а затем и в полночь. Мы говорили обо всем, кроме цифр и контрактов. Он рассказывал о парижских бульварах, о запахе моря в Барселоне, о своих честолюбивых планах, и я с удивлением ловила себя на том, что давно, быть может, никогда не встречала столь захватывающего собеседника. Когда он провожал меня, тактично остановив машину в переулке, прозвучал невинный, но роковой вопрос. «А где ты живешь? Я замешкалась. Сердце, должно быть, знало причину раньше разума. Не хотелось выставлять на показ свое сокровище, эту главную, выстраданную ценность и тихую гордость. «Снимаю квартиру недалеко от центра», — выдохнула я, сама не понимая, зачем лгу. «А ты пока у мамы?» — уточнила я, чтобы перевести стрелки. Он слегка поморщился. Вернулся из-за границы всего полгода назад, еще не успел обзавестись собственным жильем. Но это временно. Наши отношения понеслись вскачь, опережая саму мысль. Анатолий был воплощением внимания. Его комплименты попадали точно в цель, а подарки, казалось, материализовались из самого воздуха моих тайных желаний. Это сроднилось с магией, будто незримый советник нашептывал ему мои сокровенные мечты. Когда он впервые переступил порог моего дома, то принялся неспешно бродить по комнатам, изучая каждую деталь, словно аукционный оценщик. «Шикарный дом у твоей знакомой», — отметил он, сделанной небрежностью. «Сдаёт недорого, наверное». И снова, не задумываясь, с губ сорвалась ложь. «Это дом моей бабушки. Она сейчас живет у сестры в другом городе, а мне разрешила пожить здесь». «Повезло тебе с бабушкой», — Анатолий провел ладонью по штукатурке стены. И в его жесте была какая-то собственническая нежность. «Такая недвижимость сейчас дорого стоит». Что-то холодное и настороженное мелькнуло в его взгляде. Но я, опьянённая его присутствием, поспешила отогнать этот мимолетный укол тревоги. Спустя 2 недели он познакомил меня со своей матерью, Зинаидой Петровной. Это была статная женщина лет 60, чей проницательный взгляд и властные манеры безошибочно выдавали в ней бывшего директора школы.
Она окинула меня с головы до ног оценивающим взором, будто разглядывала не девушку сына, а породистую лошадь на ярмарке. И лишь затем натянуто улыбнулась, произнеся: «Наконец-то Толечка привел девушку, которая ему подходит». Обед протекал в тягучей, неестественной атмосфере. Зинаида Петровна забрасывала меня вопросами о работе, семье, планах, но с особым, жадным интересом она допытывалась о моих корнях. «Так ты говоришь, бабушка у тебя одна осталась? И дом у нее есть? А где он находится?» Звучало ее настойчивое любопытство. Я отвечала уклончиво, чувствуя, как под ее пристальным взглядом исчезает моя уверенность, обнажая старую детскую робость. Когда Анатолий вышел покурить, она взяла мою руку в свои сухие прохладные ладони. «Василиса, я вижу, ты хорошая девушка. Анатолию нужна именно такая, хозяйственная, с перспективами. Я за вас очень рада». В ее словах, таких, казалось бы, одобрительных, змеилась неуловимая фальшь, ядовитый привкус какого-то скрытого расчёта. Анатолий, заметив мою подавленность, позже объяснил с легкой досадой: «Не обращай внимания, она просто переживает за меня. После развода родителей я остался с ней, она привыкла заботиться обо мне». «А давно они развелись?» — спросила я. «Когда мне было 5 лет», — последовал отлаженный ответ. «Отец нас бросил, уехал в другую страну. С тех пор мы его не видели». Я кивнула с подобающим случаю сочувствием, хотя его история показалась мне выхолощенной, словно страница из затасканного романа, которую можно пересказать за 2 минуты, не запомнив деталей. Но тёплое, слепое чувство к Анатолию уже пустило в мои души глубокие корни, и их упрямый рост успешно заглушал шепот назойливых сомнений. Через 3 месяца, в том самом ресторане, где когда-то началась наша общая история, Анатолий, опустившись на одно колено, протянул мне бархатную шкатулку. «Василиса, ты лучшее, что случилось в моей жизни. Выходи за меня». Бриллиант, холодный и точёный, сверкнул в зазывном свете свечи. И этот блеск на мгновение ослепил меня, выхватив из полумрака все тревоги, копившиеся в глубине души. Но сердце, опережая разум, уже диктовало свой ответ. «Да», — прошептала я. И это слово, сорвавшись с губ, показалось одновременно и спасением, и приговором. Подготовка к свадьбе превратилась в изощренное испытание, где главным режиссером выступала Зинаида Петровна. Она стремилась подчинить себе каждую мелочь, от оттенка скатертей до последней фамилии в списке гостей, и ее властная рука ощущалась повсюду. Анатолий же занимал странную двусмысленную позицию. Наедине он клялся в поддержке, но едва мать высказывала свое веское слово, его уверенность таяла. «Мама плохого не посоветует», — твердил он, будто заученную мантру. Она организовала десятки свадеб своим ученикам. Оказалось, Зинаида Петровна была директором школы, пока не вышла на пенсию. «Она управленец от Бога», — с неподдельной гордостью говорил Анатолий. Ее школа всегда была лучшей в городе. Желая проверить этот безупречный портрет, я набрала номер школы, где она якобы царствовала. Секретарь, выслушав меня, ответил с недоумением: «У нас никогда не было директора с таким именем. Может, вы имеете в виду Зинаиду Павловну Зимину? Она была завучем лет 10 назад». Эта маленькая, ничтожная ложь заставила меня вздрогнуть. Если она приукрасила это, то что еще в ее биографии вымысел? И почему Анатолий так яростно поддерживает эту легенду? Однажды, составляя список приглашенных, я спросила: «А кого из твоей семьи мы позовем, кроме мамы?» Анатолий замялся, его взгляд поплыл куда-то в сторону. «Ну, родня у меня не очень большая. Мама, пара двоюродных. Остальные далеко живут, не приедут. А друзья, однокурсники, коллеги с прежней работы. Понимаешь, я не люблю шумные компании. Приглашу только самых близких. А вот твоих родственников нужно позвать всех». Внезапно оживился он. Особенно бабушку. Тема моей вымышленной бабушки-домовладелицы всплывала все чаще, приобретая навязчивый, почти клинический характер. То Анатолий, то его мать, словно сговарясь, заводили разговор о ее здоровье, возрасте, душевном состоянии. А сколько ей лет? А как она справляется одна? А нет ли у нее проблем с памятью? Допытывались они. Я продолжала поддерживать нелепую легенду, чувствуя, как ложь обрастает плотью
и начинает жить собственной, зловещей жизнью. Не то чтобы я не доверяла Анатолию, просто интуиция, подобно охранной сигнализации, требовала придержать главной козой. За неделю до свадьбы, вернувшись домой раньше обычного, я, открыв дверь своим ключом, услышала приглушенные голоса на кухне. «Мам, не торопи события», — говорил Анатолий. «Мы только поженимся». «Время не ждёт», — отрезала Зинаида Петровна. «Бабка может в любой момент вернуться или еще что-нибудь выкинуть. Документы готовы?» «Да, Карпов все сделал, осталась только подпись. Действуй сразу после свадьбы». «Не тяни, как в прошлый раз. Помнишь, чем все закончилось?» Я замерла в прихожей, боясь пошевелиться. Лед ужаса сковал кровь. О чем они? О каком прошлом разе? Сердце колотилось так громко, что казалось, его стук слышен в самой дальней комнате. «Прошлый раз — это другое», — огрызнулся Анатолий. «Там была квартира, а тут целый дом. И Василиса не то чтобы дурочка». «Все они умные, пока не влюбляются», — хмыкнула Зинаида Петровна. «Справишься? У тебя хорошо получается». На цыпочках я отступила к входной двери, а затем громко с силой хлопнула ею. «Я дома!» — крикнула я, вкладывая в голос все силы, чтобы он звучал естественно и беззаботно. «У нас гости!» — Анатолий выглянул из кухни с той самой безмятежной улыбкой, что когда-то покорила меня. «Мама заехала. Привезла салаты на завтра». «Ты рано сегодня». «Совещание отменили», — ответила я, проходя на кухню и здороваясь с Зинаидой Петровной. Она сидела за столом, перебирая какие-то бумаги, которые поспешно, почти судорожно, убрала в свою объемную сумку, едва завидев меня. «Василисочка, ты побледнела», — произнесла она, и ее голос прозвучал сладко и ядовито. «Тебе нехорошо?» «Устала просто», — выдавила я, чувствуя, как подступает дрожь. Последние дни на работе выдались напряженными. «Ничего, скоро отдохнешь. Тут же парировала Зинаида Петровна, и ее голос прозвучал сладко и ядовито. «После свадьбы поедете в свадебное путешествие, потом заживете спокойно в этом чудесном доме. Как бабушка, кстати, не собирается навестить вас на свадьбе?» Они переглянулись с сыном, и в этот миг, короткий как удар ножом, все окончательно встало на свои места. Моя интуиция, все это время тихо кричавшая внутри, оказалась права. Что-то здесь было нечисто. Очень нечисто. И все же я не отменила свадьбу. Отчасти потому, что не могла поверить в чудовищность их замысла, цепляясь за призрачный образ того Анатолия, который когда-то говорил со мной о путешествиях. Отчасти же потому, что во мне, всегда имевшей склонность к авантюрам и рискованным решениям в бизнесе, проснулось холодное, почти клиническое любопытство. Мне страстно хотелось узнать, куда заведет эта опасная игра. Свадьба прошла на удивление скромно. Короткая церемония в ЗАГСе и сдержанный ужин в кругу самых близких. Моя настоящая бабушка, которой было далеко за 80, не смогла приехать из-за тягот долгой дороги. Зинаида Петровна в тот день была воплощением обаяния, осыпая моих родителей комплиментами. «Какая жалость, что ваша мама не смогла приехать», — сказала она, обращаясь к моей матери. «Василиса так тепло о ней отзывается. И дом у нее, говорят, замечательный». Мама удивленно посмотрела на меня. «Кажется, вы что-то путаете. Моя мама живет в однокомнатной квартире». На лице Зинаиды Петровны на мгновение мелькнуло замешательство, но она мгновенно нашлась. «Ах, прошу прощения, я, должно быть, перепутала. Столько информации перед свадьбой». Однако по ее колючему быстрому взгляду я поняла. Она все просекла. Она догадалась, что я что-то скрываю. В свадебное путешествие мы так и не поехали. Анатолий сослался на аврал на работе. Вместо этого он просто переехал ко мне. Первые дни все было подчеркнуто идиллически. Он помогал по дому, готовил завтраки, был нежен и внимателен. Но вскоре что-то изменилось. Он стал задерживаться, возвращался усталым и замкнутым, а его мать звонила по несколько раз в день. Их шепотные разговоры за стеной стали привычным, но оттого не менее тревожным фоном нашей жизни. Однажды вечером он пришел с букетом и бутылкой дорогого вина. «Предлагаю отметить 15 дней нашего брака», — улыбнулся он, целуя меня в щеку. «У меня есть кое-что важное для обсуждения». Мы поужинали, разговор тёк ленивый, ничему не обязывающий, и я уже подумала, что важный разговор отложен, как вдруг в дверь позвонили.
На пороге стояла Зинаида Петровна с тортом. «Не помешаю семейному вечеру», — произнесла она, переступая порог без приглашения. «Решила заехать узнать, как вы тут». Они обменялись с Анатолием быстрыми деловыми взглядами, и я поняла. Этот визит был тщательно спланирован. «Мы как раз собирались поговорить о будущем», — сказал Анатолий, наливая матери вина. «О нашем общем будущем». «Отличная идея». Зинаида Петровна устроилась в кресле, и её взгляд медленно скользил по комнате, будто производя окончательную опись имущества. У молодой семьи должны быть чёткие планы. Я разливала чай, чувствуя, как сжимается сердце. Этот вечер будет решающим. «У нас с мамой есть идея», — начал Анатолий, обнимая меня за плечи с неестественной нежностью. «Мы подумали о нашем будущем. Я вся внимание». Сделала я глоток чая, стараясь, чтобы рука не дрожала. «Понимаешь?» — он говорил мягко, тщательно подбирая слова. «Нам нужно думать о перспективах, о карьере, о детях, о нашем общем будущем». Зинаида Петровна закивала с таким преувеличенным энтузиазмом, что ее крупные серьги затряслись. «Василиса, дорогая, вы молодая семья. Сейчас самое время строить планы и закладывать фундамент. Стабильность. Вот что важно». «Я полностью согласна», — ответила я с предельной осторожностью, чувствуя, как нарастает внутреннее сопротивление. «Но что конкретно вы имеете в виду?» «Анатолий заслуживает карьерного роста», — уверенно провозгласила свекровь, отхлебнув вина. «Его потенциал гораздо выше нынешней позиции. Я поговорила со своим давним другом. Он владеет строительной компанией и готов взять Толю на должность коммерческого директора». Я удивленно посмотрела на мужа, ища в его глазах хотя бы тень согласованности. «Ты собираешься сменить работу? Почему ты мне ничего не сказал?» «Я хотел сделать сюрприз». Анатолий выглядел смущенным. Его взгляд блуждал где-то в области моих плеч. Решил сначала все выяснить. Зарплата там в 2 раза выше. «А как же наша компания?» Не унималась я, чувствуя, как почва уходит из-под ног. «Мы с тобой вместе работаем. У нас общие проекты». «Для тебя ничего не изменится». Он наклонился и поцеловал меня в лоб. И его губы показались ледяными. «Ты продолжишь работать, а я буду обеспечивать нашу семью еще лучше». Что-то здесь категорически не складывалось. Анатолий никогда не выказывал недовольства текущей работой, а строительный бизнес был для него абсолютно чуждой территорией. «И когда ты собираешься начать?» «Через 2 недели», — ответил он, упорно не глядя мне в глаза. Все уже решено». «Решено без меня?» «Я хотел тебя порадовать». Его голос прозвучал слабо. «Это же отличная новость». Зинаида Петровна, почувствовав моё нарастающее недовольство, вмешалась с напором паровоза. «Василиса, ты должна поддерживать мужа. Это большой шаг вперед для вашей семьи. К тому же...» — она многозначительно улыбнулась. «Скоро вам понадобятся дополнительные средства». «Почему это?» «Ну как же?» — она переглянулась с сыном, будто подавая условный сигнал. «Дети требуют расходов, а вам пора задуматься о пополнении». Я почувствовала, как краснею от возмущения, смешанного с оторопью. Мы с Анатолием никогда серьезно не обсуждали детей. Да, мне нравилась идея когда-нибудь стать матерью, но не сейчас, когда моя карьера только набирала обороты. «Мы еще не планировали детей», — сказала я твердо, впиваясь взглядом в мужа. «По крайней мере, в ближайшее время». Лицо Зинаиды Петровны изменилось, став жестче и холоднее. «Не планировали?» «Анатолий, ты не говорил мне об этом». Муж выглядел растерянным, переводя взгляд с меня на мать, словно заяц в свете фар. Мы еще не обсуждали это детально». «Что тут обсуждать?» — отрезала свекровь, отставив чашку. «Детей нужно рожать, пока молодые. Тебе, Василиса, уже не 20 лет». «Мне 29, и я хочу сначала построить карьеру», — ответила я, сжимая под столом кулаки и стараясь говорить спокойно. «Карьеру?» Зинаида Петровна усмехнулась, и в ее смехе прозвучала откровенная насмешка. «Карьера не согреет тебя в старости. А вот дети, внуки, мама...» Анатолий попытался вставить слово, но его голос утонул в нарастающем напряжении. «У нас еще будет время все обсудить. Время не ждет. Она поставила чашку на стол с таким резким стуком, что чай выплеснулся на скатерть. «Но я вижу, что седно мы не придем к согласию. Пойду домой.
Поздно уже. Когда дверь закрылась за ней, я почувствовала, как гнетущее напряжение немного спало. Анатолий виновато посмотрел на меня. «Прости маму. Она слишком переживает за наше будущее». «За наше или за твое? Спросила я, начиная сгребать со стола посуду с таким грохотом, что звенели бокалы. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего. Просто странно, что вы обсуждаете мою беременность без меня». Он обнял меня сзади, зарывшись лицом в мои волосы. «Я люблю тебя и хочу семью. Нормальную, полноценную семью. Что в этом странного?» «Странно то, что ты не спросил моего мнения ни о новой работе, ни о детях. Это ведь наша общая жизнь, Толя. Я хотел сделать как лучше». Эту фразу, универсальное оправдание для любых несогласованных со мной поступков, я слышала уже не в первый раз. Следующие дни прошли во внешнем, натянутом спокойствии. Анатолий был подчеркнуто внимателен, готовил ужины и тщательно избегал скользких тем. Но что-то неуловимо изменилось в самой атмосфере дома. Я замечала, как он часто и подолгу говорит по телефону шепотом, выходя на балкон. Как просматривает какие-то бумаги, торопливо убирая их в папку, едва заслышав мои шаги. Однажды вечером, перебирая вещи в шкафу в поисках старшей сумки, я наткнулась на плотную картонную папку, припрятанную за стопкой его рубашек. Внутри оказалась подборка документов. Договоры о купле-продаже недвижимости, дарственные, завещания. И в нескольких из них, как получатель имущества, фигурировало имя моего мужа, Анатолия. А еще там, под слоем договоров, лежала небольшая пачка фотографий. На них были запечатлены не молодые, а подчас и просто пожилые женщины. На обороте некоторых аккуратные пометки. Галина Степановна, квартира на Ленина. Вера Николаевна, дом за городом. Меня бросило в ледяной пот, от которого перехватило дыхание. Что все это значит? Неужели за обаятельной улыбкой Анатолия скрывается какая-то отлаженная схема, связанная с недвижимостью? Или, того страшнее, целенаправленная охота на одиноких женщин, владеющих имуществом? В прихожей щелкнул замок. Я, будто обожжённая, едва успела затолкнуть папку обратно вглубь шкафа за стопку ильких рубашек. Анатолий вошел в спальню с пышным букетом ирисов. «Привет, любимая. Решил порадовать тебя?» Я приняла цветы, стараясь, чтобы улыбка не дрогнула. «Спасибо. Очень красивые». «Я договорился с коллегами», — продолжил он, сбрасывая пиджак. «Завтра устроим небольшую вечеринку в честь моего ухода с работы. Ты ведь пойдешь со мной?» «Конечно», — ответила я автоматически, мысленно возвращаясь к зловещим снимкам. «А кто будет?» «Вся наша команда. Заодно и тебя с ними познакомлю поближе». Это прозвучало крайне странно. Мы работали в одной компании больше года, но Анатолий всегда тщательно отделял личное от профессионального, предпочитая держать наши отношения в тайне от коллег. Почему сейчас, наоборот, возникло это внезапное желание выставить наши отношения на показ? На следующий день я намеренно задержалась в офисе и приехала в ресторан позже мужа. Он уже восседал за большим столом в окружении 10 незнакомых мне людей, оживленно беседуя. «А вот и моя красавица-жена», — провозгласил он, поднимаясь и привлекая всеобщее внимание. «Знакомьтесь, Василиса». Я поздоровалась, улыбаясь каждому, но внутри нарастала тревога. Ни одного лица из нашей компании я не узнала. «Толя, а где Сергей? Анна?» — тихо спросила я, когда мы сели. «Не смогли», — он отмахнулся, будто от назойливой мухи. «Но зато здесь собрались самые близкие друзья». Я озадаченно окинула взглядом собравшихся. Близкие друзья? За год отношений я ни разу не слышала о них. Рядом со мной устроилась дородная женщина лет 50, представившаяся Маргаритой Павловной. «Так приятно познакомиться с женой Толечки», — она похлопала меня по руке влажной ладонью. «Я столько о вас слышала». «Правда?» — удивилась я. «А как вы познакомились с Анатолием?» «О, мы с его мамой давние подруги. Еще по школе, где она преподавала». «Преподавала?» Я нахмурилась. Мне казалось, Зинаида Петровна была директором. Маргарита Павловна на мгновение замешкалась. «Ну да, сначала преподавала, потом стала директором. А вы давно знакомы?» «Около года», — ответила я, пытаясь распутать этот клубок лжи. «С тех пор, как Анатолий пришел работать в нашу компанию». «В вашу компанию?» Она вопросительно подняла брови. «Я думала, он работает с Виктором».
Она кивнула в сторону угрюмого мужчины средних лет на другом конце стола. Прежде чем я успела осмыслить эту информацию, Анатолий постучал вилкой по бокалу. «Друзья, я хочу поднять тост за новый этап в моей жизни, за новую работу и, главное, за мою прекрасную жену, которая делает меня счастливым каждый день». Все зааплодировали, а я сидела, чувствуя, как почва уходит из-под ног. Кто эти люди? И кто такой на самом деле мой муж? Когда мы ехали домой на такси, я не выдержала. Кто все эти люди? Толя, почему ты сказал, что это коллеги? Я не говорил коллеги. Я сказал друзья. Он устало смотрел в темное окно. Ты сказал, что это вечеринка с работы. И кто такой Виктор? «Виктор?» Он повернулся ко мне, и в его глазах мелькнуло раздражение. Просто старый знакомый. Мама попросила его пригласить. Какая разница, Василиса? Все прошло отлично. Дело не в вечеринке. Дело в том, что ты постоянно что-то скрываешь. Эти странные звонки, документы, которые ты прячешь. Теперь еще и эти друзья, о которых я никогда не слышала. Он рассмеялся, но смех его прозвучал натянуто и неестественно. Ты что, следишь за мной? Какие документы? Какие звонки тебе показалось? Мне не показалось, Толя. Что происходит? Ничего не происходит. Он сжал мою руку, и его ладонь показалась удивительно холодной. Просто ты устала, на работе перенапряглась. Может, тебе взять отпуск, отдохнуть? Я высвободила кисть, чувствуя, как нарастает раздражение, смешанное со страхом. Не нужно меня успокаивать, как ребенка. Я хочу знать правду. Правду о чем? Его голос стал резким. В нем впервые прозвучала сталь. «О чем ты вообще говоришь?» «О тебе, о твоей матери, о том, что вы задумали». Анатолий долго молчал, смотря в запотевшее окно такси. А потом произнес тихо, почти беззвучно. «Ты все усложняешь. Я просто хочу нормальную семью, жену, детей, дом. Что в этом плохого?» «Ничего», — ответила я, и собственный голос прозвучал мне чужим и хриплым. «Если это искреннее желание, а не часть какого-то плана». Остаток пути мы проделали в гнетущем, невыносимом молчании. Дома Анатолий, не сказав ни слова, ушел в душ, а я осталась на кухне, бесцельно бродя между столом и холодильником, пытаясь собрать разрозненные кусочки мозаики в единую, пугающую картину. Интуиция, этот верный сторожевой пес моей души, выла в немой тревоге, но доказательств не хватало. Взяв телефон с дрожащими пальцами, я набрала номер своей старой школьной подруги Наташи, ныне сотрудницы полиции. «Наташ, привет. Извини за поздний звонок. Можешь кое-что для меня проверить?» «Смотри что», — ответила она с мгновенной профессиональной осторожностью. «Мне нужно узнать, привлекался ли к ответственности человек по имени Анатолий Мартынов». «Твой муж?» — удивилась Наташа. «Василиса, что происходит?» Я сама не знаю, просто проверь. «Ладно». «И еще его мать, Зинаиду Петровну Мартынову». «Хорошо». Она помолчала, и в тишине чувствовалось ее беспокойство. «Но ты в порядке? Он тебя не обижает?» Нет, все нормально. Просто интуиция подсказывает, что что-то не так. «Ладно, проверю. Но будь осторожна». Я положила телефон и вздрогнула, услышав за спиной тихий шаг. «С кем ты разговаривала?» Анатолий стоял в дверях кухни, вытирая волосы полотенцем. На нем была лишь пижамные штаны, и в свете ночника его тело казалось бледным и чужим. «С Наташей», — решила не лгать. Давно ее не слышала. В такой час он бросил взгляд на часы. Почти 11. Она работает до позднего вечера. Анатолий молча прошел к холодильнику, достал бутылку воды. Все еще злишься из-за сегодняшнего вечера? Я не злюсь. Просто устала от недомолвок. Он сел напротив, взял мои руки в свои, и его влажные от душа пальцы показались липкими. «Василиса, я действительно люблю тебя. Может, я не всегда говорю и делаю правильные вещи, но я хочу, чтобы мы были счастливы. Давай просто оставим все сомнения позади и начнем с чистого листа». Я смотрела в его красивые темные глаза и видела в них теперь не страсть и не нежность, а лишь отточенный холодный расчёт и тонкую манипуляцию. Но какая-то слабая, глупая часть моей души все еще цеплялась за призрачную надежду. «Хорошо»,
— ответила я, решив дать ему последний отчаянный шанс. Начнем сначала, но с полной честностью. Конечно. Он слишком широко улыбнулся. Никаких секретов. На следующее утро, когда Анатолий ушел, якобы на собеседование в новую компанию, я первым делом ринулась к шкафу, чтобы снова проверить содержимое злополучной папки. Но, к моему ужасу, ее там не оказалось. Я перерыла все полки, заглянула под кровать, в ящики комода. Тщетно. Он забрал документы, почуяв мое подозрение. Вечером раздался звонок от Наташи. «Василиса, у меня есть информация. Но не по телефону. Давай встретимся». Мы договорились увидеться в уединенном кафе в 2 кварталах от моего дома. Анатолию я сказала, что иду на встречу с коллегами по работе. Наташа уже ждала меня за дальним столиком, нервно крутя в руках почти пустую чашку кофе. Лицо ее было серьезным и сосредоточенным. «Что ты выяснила?» — спросила я, с трудом переводя дыхание. «Василиса, твой муж и его мать не те, за кого себя выдают». Она говорила тихо, наклонившись ко мне через стол. На Анатолия Мартынова были заявления от 2 женщин. Оба дела закрыли за недостаточностью улик. Они обвиняли его в мошенничестве и психологическом насилии. Я почувствовала, как все внутри замирает и холодеет. Словно меня погрузили в ледяную воду. В мошенничестве? Да, по похожей схеме. Он знакомился с одинокими женщинами, у которых была недвижимость, женился, а потом... В общем, недвижимость оказывалась оформлена на него, а женщины оставались ни с чем. Слова Наташи повисли в воздухе, холодные, неумолимые, как приговор. А его мать, Зинаида Петровна Мартынова, не директор школы и никогда ею не была. У нее есть судимость за подделку документов, но это было давно, лет 15 назад. Сейчас она официально работает консультантом в риэлторской фирме. Я закрыла лицо руками, ощущая, как почва уходит из-под ног. Горькая волна стыда и отвращения накатила на меня. Боже мой, как я могла быть такой слепой? «Василиса, ты в опасности?» Голос Наташи прозвучал тревожно. «Нужно что-то предпринять». «Нет», — я покачала головой, с трудом выталкивая слова. «Физически он меня не трогает». «А дом?» «Дом принадлежит мне, Наташа. Это моя собственность. Я просто соврала ему, что это дом моей бабушки». Подруга удивленно подняла брови. «Зачем? Сама не знаю». «Интуиция, наверное». Я горько усмехнулась, чувствуя, как слезы подступают к глазам. И теперь они пытаются обманом заполучить его. «Что ты собираешься делать?» Еще не знаю. Но теперь, когда я знаю правду, я смогу защитить себя. Возвращаясь домой, я ощущала себя разбитой, но собранной. Каждый шаг отдавался в висках четким, холодным пульсом. Открыв дверь, я застала Анатолия и Зинаиду Петровну за тихим, напряженным разговором на кухне. Увидев меня, они замолчали с той слаженностью, что выдавало годы отточенной практики. «Василиса, ты рано». Муж натянуто улыбнулся, и в его глазах мелькнула тревога. «Мама заехала на черити», — добавила Зинаида Петровна, и её голос прозвучал неестественно бодро. «Здравствуйте, Зинаида Петровна», — поздоровалась я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и непринужденно. «Как ваши дела?» «Прекрасно, дорогая. А как твоя встреча с коллегами?» «Очень познавательно», — ответила я, разглядывая их обоих новыми открывшимися глазами. Узнала много интересного. Зинаида Петровна поставила чашку на блюдце с легким стуком и устремила на меня пронзительный взгляд. Например, о новых юридических нюансах при оформлении недвижимости. Я улыбнулась, наблюдая, как они мгновенно переглянулись. Оказывается, есть множество тонкостей, о которых я даже не подозревала. «Вот как!» — свекровь натянуто улыбнулась в ответ. «Не знала, что ты интересуешься такими вопросами. Я раньше не интересовалась, но сейчас это кажется мне важным. Особенно учитывая наши семейные обстоятельства». Анатолий, явно почувствовав опасность, подошел ко мне и обнял за плечи с показной нежностью. «Мы как раз обсуждали с мамой наши планы на выходные. Может, съездим за город? Только ты и я. Отдохнем от всего, побудем вдвоем. Его попытка увести разговор в идиллическое русло была настолько очевидной, что я с трудом сдержала горькую усмешку. «Звучит заманчиво», — ответила я. «Но у меня другие планы. Я хочу навестить бабушку». Они снова обменялись быстрыми, стремительными взглядами. Зинаида Петровна подалась вперед. Ее поза выражала живейший интерес. «Твою бабушку?
Ту самую, которая владеет этим домом? Именно. Я невинно улыбнулась. Давно ее не видела. Хочу рассказать о нашей свадьбе, показать фотографии. Анатолий, может, поедешь со мной? Познакомишься, наконец, с ней. Муж побледнел. Его пальцы непроизвольно сжали моё плечо. У меня на выходных важная встреча с руководством новой компании. Никак не могу перенести. Очень жаль. Бабушка так хотела с тобой познакомиться. Зинаида Петровна нервно затеребила край своей блузки. А где живет твоя бабушка, Василиса? Может, я могла бы составить тебе компанию? все таки я теперь тоже часть семьи. Это очень мило с вашей стороны. Но в этот раз я поеду одна. Бабушка нездорова. Ей сейчас тяжело принимать много гостей. Нездорова? Свекровь подняла брови, и в ее глазах вспыхнул хищный огонек. Возраст, я притворно вздохнула. Ей 84. Старческие болезни, проблемы с памятью. Хотя с документами она по-прежнему очень осторожна. Всегда читает, что подписывает. Даже если это квитанция за газ. Лицо Зинаиды Петровны вытянулось, а Анатолий начал покашливать, явно чувствуя себя неуютно. «Что же, передай ей наше наилучшее пожелание», — произнесла свекровь, поднимаясь с неестественной поспешностью. «Я, пожалуй, пойду. Уже поздно». Когда дверь закрылась за Зинаидой Петровной, в квартире повисла тягостная звенящая тишина. Анатолий попытался меня обнять, сделать вид, что ничего не произошло. Но я отстранилась, отступив к раковине. «Что с тобой?» — спросил он, хмурясь и всем видом изображая искреннее недоумение. «Ты какая-то странная сегодня». «Я не странная», — ответила я, начиная с холодной яростью собирать чашки со стола, чтобы не выдать дрожь в руках. «Просто многое переосмысливаю». «Например?» Он присел на край стола, скрестив руки на груди в позе, которая должна была выглядеть непринужденной, но выдавала лишь напряженную готовность к обороне. Например, нашу жизнь, наш брак, тебя. Я посмотрела ему прямо в глаза, стараясь пронзить его тем же лезвием, что он так ловко прятал за мягкой улыбкой. «Скажи, Толя, а ты когда-нибудь был женав?» Мой вопрос застал его врасплох. Он моргнул несколько раз подряд, затем нервно, сдавленно усмехнулся. «Конечно нет. С чего ты взяла?» «Просто спросила. Странно, что я ничего не знаю о твоем прошлом. Ни о бывших девушках, ни о семье, кроме твоей матери. Даже о твоем отце почти ничего не знаю. Я же рассказывал. Отец бросил нас, когда мне было 5. Да, это я помню. А его имя, фамилия? Он жив? Где живет сейчас?» Анатолий встал, и его лицо исказило неподдельная злая досада. «Какая разница? Он исчез из нашей жизни. Я не хочу о нем говорить». «Что на тебя нашло, Василиса?» «Ничего особенного. Просто хочу лучше понять человека, за которого вышла замуж». Я наблюдала, как он нервно теребил край столешницы, как его взгляд упорно избегал моих глаз, и окончательное понимание, холодное и тяжелое, опускалось на душу. Наташа была права. Этот человек, незнакомец, актер, играющий чужую жизнь. Ладно, оставим это. Я улыбнулась примирительно, снова надевая маску доверчивой жены. «Тебе завтра на собеседование. Нужно выспаться». «Точно». Он с облегчением выдохнул, и его плечи тут же расслабились. Пойдем спать. Я еще поработаю немного. Ты ложись». В ту ночь я не сомкнула глаз, лежа рядом с ним и слушая его размеренное спокойное дыхание. В голове, словно на наковальне, стучали одни и те же вопросы. Как я могла не заметить, что вышла замуж за афериста? Что теперь делать? Стоит ли конфронтировать с ним и его матерью напрямую? Или лучше разыграть свою карту в подходящий момент? Утром Анатолий, напевая, ушел на свое фиктивное собеседование. А я взяла выходной и отправилась к нотариусу, зажав в сумке все документы на дом. Нужно было убедиться, что моя крепость все еще неприступна. Нотариус, пожилой мужчина с умными уставшими глазами, долго и методично изучал бумаги. Все в порядке», — сказал он, наконец, снимая очки. «Дом полностью принадлежит вам. Никаких обременений нет. А вы могли бы проверить, не пытался ли кто-то получить выписки или копии документов на мою недвижимость?» Он задумчиво потер подбородок. «В наших записях такой информации нет. Но если вы опасаетесь мошенничества, советую обратиться в Росреестр».
Там можно запросить выписку о всех действиях с вашей недвижимостью. Поблагодарив его, я отправилась прямиком в Росреестр, где оформила запрос. Теперь оставалось ждать 5 рабочих дней, чтобы получить официальное подтверждение их деятельности. По дороге домой я заехала к Наташе. Она как раз была свободна и пригласила меня на чай. «Что ты планируешь делать?» — спросила она, когда мы устроились за столом на ее уютной кухне. «Пока наблюдаю», — ответила я, сжимая теплую чашку в ладонях. «Собираю информацию. Хочу понять их схему до конца, прежде чем действовать. А если они что-то предпримут раньше? Они думают, что дом принадлежит моей бабушке, которой в реальности не существует. Без нее они ничего не могут сделать». Наташа задумчиво помешивала ложечкой в своей кружке. «Будь осторожна. Если они поймут, что ты их раскусила, неизвестно, как отреагирует». «Я буду осторожна. Но не могу просто сидеть и ждать, пока они придумают новый план». «И в чем заключается твой план?» «Я хочу выяснить все о прошлом Анатолия и его матери. Найти тех женщин, которые подавали на него заявление. Узнать, как именно он действовал. А потом преподам им урок». «Звучит рискованно», — покачала головой Наташа. «Может, проще просто развестись и дать ему идти безнаказанными, чтобы они нашли себе новую жертву?» Я положила ладонь на стол, и он слегка дрогнул. «Нет, Наташ. Я хочу, чтобы они получили по заслугам. Тогда я помогу». Наташа решительно кивнула, и в ее глазах загорелся огонь праведного гнева. «У меня есть доступ к базам данных. Мы найдем тех женщин». Когда я вернулась домой, Анатолия еще не было. Квартира встретила меня звенящей гулкой тишиной, и я, не теряя ни секунды, принялась за тщательный методичный обыск. Я перерыла все шкафы, выдвинула каждый ящик, проверила пространство за картинами и под тяжелым матрасом нашей кровати. Ничего. Либо он унес улики с собой, либо спрятал их в поистине гениальном тайнике. В отчаянии мой взгляд упал на его кожаную рабочую сумку, ту самую, что он брал с собой на собеседование. К моему удивлению, она оказалась не запертой. Внутри лежали обычные вещи. Ноутбук, блокнот в кожаном переплете, несколько ручек, зарядное устройство. Я листала страницы блокнота, испещренные записями о деловых встречах, номерами телефонов и бессвязными заметками, но ничего подозрительного не находила. Отчаяние начало подступать вновь, когда мой взгляд скользнул по маленькому боковому карману. Я нащупала там что-то твердое и плоское, похожее на флешку. Так оно и оказалось. Крошечный черный безликий накопитель. Сердце заколотилось в груди, когда я, преодолев секундные колебания, подключила его к своему ноутбуку. На флешке обнаружилось несколько папок с безобидными названиями. Работа, фото, документы. В первой лежали файлы, связанные с нашей компанией. Контракты, презентации, отчеты. Во второй — несколько корпоративных фотографий и даже наши с ним совместные снимки, которые теперь вызывали лишь тошнотворную дрожь. Но именно папка «Документы» заставила моё сердце остановиться, а затем забиться с бешеной скоростью. Там хранились сканы паспортов, свидетельств о собственности, дарственных, брачных свидетельств. И на многих документах я узнавала Анатолия, хотя выглядел он иначе, с другой прической, иногда с бородой или усами. Но самое ужасное — под разными фамилиями. Анатолий Мартынов, Анатолий Соколов, Анатолий Громов. Словно он менял личности, как перчатки. Я лихорадочно пролистывала файл за файлом, и передо мной вырисовывалась чудовищная, отточенная схема. Он знакомился с одинокими женщинами, владевшими недвижимостью, женился на них. А затем, используя то завещание, то дарственное, то договор купли-продажи, получал полный контроль над их имуществом и бесследно исчезал. На флешке были даже их фотографии. Разные лица, разный возраст, но объединенные одной роковой чертой — отпечатком одиночества и наивной доверчивости во взгляде. Неужели и я выглядела для него так же? Лёгкой, ничего не подозревающей добычей. Среди файлов я обнаружила документ, от которого у меня перехватило дыхание. Чёткая схема моего дома с пометками. Стоимость 8 миллионов, оформлен на бабушку. Действовать через дарственную. Ниже был набросок пошагового плана. Свадьба. Получить доверие. Убедить оформить дарственную. Продать дом. Следующий объект —
Квартира в центре. Я едва успела скопировать все файлы на свой компьютер, отправив их в защищенное облако, и вернуть флешку на место, когда на лестничной клетке послышались знакомые шаги. Дверь отворилась. «Привет, любимая!» Анатолий вошел на кухню, где я делала вид, что готовлю ужин, сжимая ложку так, что костяшки побелели. «Как прошел твой день?» «Спокойно», — ответила я, заставляя голос звучать ровно. «А твое собеседование?» «Отлично, они в восторге от меня». Он подошел сзади, обнял за талию, и его прикосновение вызвало резкий спазм отвращения. «Предлагает зарплату даже выше, чем я рассчитывал. Начинаю со следующего понедельника». «Поздравляю». Я повернулась к нему, растягивая губы в подобии улыбки, хотя внутри все клокотало от ярости и презрения. «Нужно отметить, я уже забронировал столик в ресторане на завтра, и мама присоединится». «Конечно». Я не смогла сдержать едкий сарказм. «Как же без нее? Анатолий нахмурился. «Что не так? Ты опять недовольна моей мамой?» «Нет, все в порядке. Просто устала. Давай действительно отдохнем на выходных. Только ты и я». Он просиял. И в его сиянии я теперь видела лишь жадный блеск удавленника, почуявшего, что добыча сама идет в петлю. «Отличная идея. Можем поехать за город, на базу отдыха. Я знаю отличное место». «Конечно, знаешь», — пронеслось у меня в голове с леденящей душу ясностью. Наверняка там он и обрабатывал свою предыдущую жертву. «Звучит заманчиво», — ответила я, заставляя свой голос звучать мягко и соблазнительно. «Но сначала ужин. Я приготовила твое любимое блюдо». Весь вечер я притворялась самой заботливой и любящей женой на свете, хотя каждое его прикосновение отзывалось во мне ледяной волной отвращения. Как я могла быть столь слепа? Как не разглядела фальшь в его бархатном голосе и в этих слишком умелых ласках, отточенных на других? Как позволила себе поверить, что этот человек способен на искреннюю любовь? На следующий день мы встретились с Наташей в ее неприметной служебной машине, припаркованной в 2 кварталах от моего дома. Густая листва старых кленов скрывала нас от посторонних глаз. «Вот смотри». Я передала ей флешку с копиями файлов. «Это все, что я нашла. Он профессиональный аферист, Наташ. И, судя по всему, я не первая и не последняя его жертва». Она быстро просмотрела содержимое на своем защищенном ноутбуке, и ее лицо стало суровым. «Да уж, впечатляет. Я тем временем нашла контакты тех женщин, которые подавали на него заявление. Одна согласилась встретиться сегодня. Я поеду с тобой». «Уверена? А как же твой муж? Он думает, что я на работе. А вечером мы идем в ресторан отмечать его новую работу. С его матерью, конечно же». Наташа покачала головой, и в ее глазах читалась тревога. Все это очень опасно, Василиса. Я бы на твоем месте просто ушла от него, подала на развод и позволила бы ему найти новую жертву». «Нет уж. Я хочу, чтобы он ответил за все. Мы встретились с Анной, одной из бывших жен Анатолия, в уединенном кафе на окраине города. Это была высокая, худощавая женщина лет 40, с усталыми потухшими глазами и нервными порывистыми движениями. Она вздрогнула, словно от удара током, когда я показала ей фотографию Анатолия. «Да, это он», — прошептала она, и её пальцы сжали край стола. Только тогда его звали Анатолий Соколов, и у него была борода. «Расскажите, что произошло?» — мягко попросила я. Она глубоко вздохнула, сжимая в руках чашку с остывшим кофе. Мы познакомились на курсах английского языка. Он был таким внимательным, заботливым, говорил, что хочет семью, детей. А я была одинока после развода. У меня была квартира в центре города, доставшаяся от родителей. Ее история звучала до боли знакомо, словно я слушала записанную на пленку версию собственной жизни. Я кивнула, побуждая ее продолжать. После свадьбы он стал настаивать, чтобы мы продали квартиру и купили дом за городом. Говорил, что для детей нужен свежий воздух, пространство. И я согласилась. Мы нашли дом, внесли задаток, а потом я должна была подписать документы на продажу квартиры. Но что-то меня остановило. Я решила еще раз все проверить, показала документы знакомому юристу, и оказалось, что я подписываю не просто договор купли-продажи. Там был пункт, по которому все деньги от продажи переводились на счет, открытый на имя Анатолия. «И что вы сделали?» Я, конечно же, отказалась подписывать.
Устроила скандал, а на следующий день он исчез. Забрал все свои вещи и пропал. Я пыталась его найти, обратилась в полицию, но там сказали, что доказательств мошенничества недостаточно. Он ведь не успел получить мои деньги. «Его мать?» — спросила я. «Вы знали его мать?» Анна кивнула, и ее лицо исказило гримаса брезгливости. «Да, Зинаида Петровна. Она постоянно вмешивалась в наши отношения, давала советы, как нам жить. Именно она нашла тот дом за городом, сказала, что это выгодное вложение. Они работали вместе», — заключила Наташа. «Семейный подряд». «Именно». Анна допила кофе и с силой поставила чашку на блюдце. После его исчезновения я наняла частного детектива. Он выяснил, что Анатолий делал это не в первый раз. По крайней мере, 2 женщины до меня потеряли недвижимость из-за него. Но доказать ничего не удалось. «А сейчас вы готовы дать показания?» Анна покачала головой, и в ее глазах читался животный страх. «Я просто хочу забыть эту историю. Мне повезло. Я не потеряла квартиру. Не хочу снова проходить через весь этот кошмар». Я не стала настаивать, понимая ее лучше, чем кто-либо. После встречи с Анной мы с Наташей поехали в ее офис. Она показала мне материалы дела, которое было заведено по заявлению другой женщины, Марины Викторовны. «Схема всегда одна и та же», — констатировала Наташа, перелистывая страницы дела. Знакомство, стремительное развитие отношений, свадьба, а затем изощренная попытка завладеть недвижимостью. Единственное отличие — методы. Иногда это фиктивная продажа и покупка нового жилья, иногда дарственное, иногда завещание. Но результат всегда один. Женщина остается без крыши над головой, а твой муж и его мать бесследно исчезают. И никто до сих пор не привлек их к ответственности? Не могла я поверить в эту безнаказанность. Они действуют виртуозно, никогда не доводя дело до откровенного, доказанного мошенничества. Если жертва начинает подозревать неладное, они просто растворяются в воздухе, как призраки, и находят следующую. Они всегда тщательно уничтожают следы, меняют фамилии, номера телефонов, адреса. «Но у меня есть доказательства», — с надеждой в голосе произнесла я, указывая на флешку. «Там целый архив их преступных схем». «Этого может быть недостаточно», — вздохнула Наташа. «Нужно поймать их с поличным, причем так, чтобы они не смогли отвертеться. Им нужен неопровержимый состав преступления». Мы долго и обстоятельно обсуждали возможные варианты. И к вечеру в моей голове вызрела отчаянная, рискованная, но потенциально эффективная идея. Я решила устроить для Анатолия и его матери искусно подготовленную ловушку. Дать им то, чего они так жаждут, но исключительно на моих условиях. Вечером мы встретились в ресторане, как и было запланировано. Зинаида Петровна пребывала в прекрасном расположении духа, с пафосом расписывая головокружительные перспективы Анатолия на новой работе и наше лучезарное общее будущее. Я улыбалась и кивала, играя роль наивной и доверчивой супруги, целиком поглощенной семейным счастьем. «А как дела у твоей бабушки, Василиса?» — вдруг спросила она, словно между прочим. «Ты ведь собиралась навестить ее на выходных?» «Нет, не получилось», — с легкой грустью в голосе ответила я. «Но мы разговаривали по телефону. Она неважно себя чувствует». «Ох, как жаль». Зинаида Петровна изобразила на лице маску искреннего сочувствия. «И ей не одиноко там одной? Может, ее все таки нужно навестить? Сейчас ей нужен полный покой». Врачи прописали строгий постельный режим. «Врачи?» — насторожился Анатолий. «Что с ней?» «Возрастное», — развела я руками. В ее годы уже очень сложно одной справляться с хозяйством. Она даже стала заговаривать о том, чтобы оформить дом на меня, пока она еще в состоянии это сделать. Они с матерью обменялись быстрыми, стремительными взглядами, и я буквально физически ощутила, как загорелись их алчные глаза при мысли о легкой, уже почти пойманной добыче. «Это разумное решение», — медленно с расстановкой произнесла Зинаида Петровна. В ее возрасте действительно нужно заранее позаботиться о таких вещах. «Я думаю, что сейчас не время об этом говорить». С наигранной заботливостью вмешался Анатолий. «Пусть твоя бабушка сначала поправится». «Но ведь это важный вопрос, сынок», — тут же возразила его мать. «Нужно подумать о будущем. Да и бабушке, уверена, будет гораздо спокойнее, если она будет знать, что ее дом остается в надежных руках». «Вы абсолютно правы, Зинаида Петровна», —
кивнула я, делая вид, что полностью с ней согласна. «Я как раз и хотела с вами посоветоваться. Бабушка настаивает, чтобы я приехала в ближайшие дни. Говорит, что хочет все оформить официально». Прекрасная идея. Она чуть не подпрыгнула на стуле от внутреннего возбуждения. Мой знакомый нотариус мог бы помочь. Он даже может приехать к твоей бабушке домой, если ей тяжело передвигаться. Правда? Это было бы очень кстати. Конечно, дорогая, я все организую. Когда ты планируешь ехать? Думаю, в эти выходные. Замечательно. Анатолий, конечно же, поедет с тобой. Правда, сынок? Он кивнул, с трудом скрывая прорывающийся наружу энтузиазм. Конечно. Я наконец-то познакомлюсь с твоей бабушкой. Она будет рада. Улыбнулась я, чувствуя, как они уверенно заглатывают наживку. Только есть одна проблема. Какая? Почти хором спросили они. Бабушка — человек очень консервативный и невероятно упрямый. Она хочет оформить дом только на меня. Твердо заявляет, что недвижимость должна передаваться строго по женской линии. Лицо Зинаиды Петровны мгновенно вытянулось. «Это несколько необычно, но ведь вы с Анатолием теперь одна семья. Может, ты могла бы ей это объяснить?» Я пыталась. Развела я руками, изображая легкое отчаяние. «Но вы же знаете пожилых людей. Она непреклонна». Мать с сыном снова обменялись краткими, ёмкими взглядами, и я почти физически ощущала, как в их головах с легким скрипом перестраиваются шестеренки коварного плана. «Ну что же», — наконец изрекла Зинаида Петровна с подобострастной улыбкой, «главное, чтобы дом остался в семье. А там мы разберемся. «Да, разберетесь, пронеслось у меня в голове, в то время как я делала глоток вина, ощущая его терпкую прохладу. Только не так, как вы планируете. Остаток вечера прошел в оживленном обсуждении деталей предстоящей поездки. Я с почти клиническим интересом наблюдала, как они, не подозревая моей осведомленности, выстраивают свои коварные замыслы. Было почти забавно видеть их неподдельное воодушевление, эту плохо скрываемую алчность, вспыхнувшую в их глазах с новой силой. Вернувшись домой, Анатолий был особенно нежен и внимателен. Он принес мне чай в постель, нежно массировал мои напряженные плечи, шептал, каким счастливым я его делаю. А я лежала рядом с человеком, которого еще недавно считала любовью всей своей жизни, и чувствовала лишь леденящее душу отвращение и горькое разочарование. На следующий день я позвонила Наташе и подробно изложила свой рискованный план. «Ты уверена, что это хорошая идея?» — с тревогой в голосе спросила она. «Это может быть опасно». «У меня все под контролем», — старалась я звучать уверенно. «Главное, чтобы ты и твои коллеги были на месте в нужный момент. Мы будем, но я все равно беспокоюсь. Эти люди — профессиональные мошенники. Они могут что-то заподозрить. Они слишком ослеплены перспективой заполучить дом, чтобы обращать внимание на мелкие детали. Доверься мне. Я знаю, что делаю». Следующие 2 дня я провела, тщательно подготавливая ловушку. Через знакомых я нашла великолепную актрису пенсионного возраста на роль моей бабушки. Договорилась о сотрудничестве с порядочным нотариусом, который был в курсе дела. Наташа же организовала группу захвата, сотрудники которой должны были присутствовать при передаче документов, замаскировавшись под помощников. Когда наступили выходные, все было готово. Я сообщила Анатолию, что мы едем к бабушке в пригород, хотя на самом деле наш путь лежал в арендованный на сутки уютный коттедж, где уже ждали бабушка и нотариус. Зинаида Петровна, как мы и предполагали, настояла на том, чтобы сопровождать нас. Она привезла с собой своего нотариуса, полного лысеющего мужчину с влажными ладонями и бегающим нервным взглядом, который с первого мгновения выдавал в нем подставное лицо. «Это Виктор Андреевич», — с напускной важностью представила его Зинаида Петровна. «Опытный юрист. Он поможет с оформлением всех документов». Мы подъехали к дому, аккуратному одноэтажному коттеджу, утопающему в зелени сада. Вполне подходящее место для пожилой женщины. «Какой уютный домик», — слащаво проворковала Зинаида Петровна, жадно оглядывая владение. «Но, кажется, требует ремонта. Наверное, бабушке тяжело за ним ухаживать». «Она справляется», — коротко ответила я, открывая дверь своим ключом. Внутри нас встретила бабушка, актриса Нина Михайловна, которую я нашла через театральное агентство. Она была великолепна. Седая, чуть сгорбленная, с мудрым и проницательным взглядом из-под очков. «Василисочка, внученька», — она распахнула объятия.
наконец-то приехала. Я обняла ее, тихо шепнув на ухо: «Все готово». Она ответила едва заметным кивком. «Бабушка, познакомься. Это мой муж Анатолий и его мама, Зинаида Петровна. Очень приятно». Старушка оценивающе оглядела их с ног до головы. «Проходите, чаю попьем. А это кто?» Она указала на нотариуса. «Виктор Андреевич, юрист», — поспешила представить Зинаида Петровна. «Мы подумали, что он может помочь с документами, о которых вы говорили». «Ах да, документы». Нина Михайловна хитро прищурилась. «Я уж и нотариуса своего пригласила. Вон он, в гостиной ждет». В гостиной за столом действительно сидел настоящий нотариус. Игорь Валентинович. И еще один мужчина в строгом костюме. Сотрудник полиции. Коллега Наташи. В штатском. Зинаида Петровна нахмурилась. «А зачем два нотариуса?» «Для надежности, невозмутимо ответила бабушка. «Дело-то важное. Присаживайтесь, сейчас документы посмотрим». Мы расселись вокруг большого стола. Игорь Валентинович деловито достал папку с бумагами. «Итак, мы собрались для оформления дарственной на жилой дом», — начал Игорь Валентинович, разворачивая документ. «Одну минуточку», — слащаво порыбила Зинаида Петровна. «Может быть, сначала чаю? Обсудим все детали в непринужденной обстановке». «Успеем еще чая попить», — отрезала бабушка, и в ее голосе зазвучала стальная твердь. «Сначала дело. Я уже все решила. Хочу подарить дом моей дорогой внученьке. Она единственная, кто о мне по-настоящему заботится». Анатолий сидел будто на иголках, постоянно вытирая платком вспотевший лоб. Он нервничал, видя, что ситуация ускользает из-под контроля. «А что насчет вашего зятя?» — вкратчиво вмешался их лженотариус Виктор. «Может, стоит оформить дом на обоих супругов? Все таки семья?» «Нет, нет», — покачала головой бабушка с непоколебимым упрямством. «Только на внучку. У нас в роду так заведено. Недвижимость переходит строго по женской линии». Зинаида Петровна, побледнев, попыталась возразить, но ее слова потонули в резком звонке входного звонка. Я пошла открывать, зная, что настал решающий момент. На пороге стояла Наташа в безупречной полицейской форме и двое ее коллег с суровыми, непроницаемыми лицами. «Добрый день», — произнесла она четким официальным тоном. «У нас есть оперативная информация о возможной попытке мошенничества с недвижимостью по этому адресу». Когда я привела их в гостиную, там воцарилась гробовая, давящая тишина. Анатолий выцвел до зеленой бледности, а Зинаида Петровна вцепилась в свою сумку так, что костяшки ее пальцев побелели. «Что происходит?» — сдавленно выдавил Анатолий, и в его голосе зазвучала паника. Я встала в центре комнаты, ощущая странное ледяное спокойствие. «Когда я выходила замуж», — начала я, и мой голос прозвучал на удивление ровно, «я сознательно не призналась ни мужу, ни свекрови, что дом, в котором мы живем, принадлежит лично мне. И как же правильно я сделала». Я перевела взгляд с Анатолия на его мать. «Потому что сразу после свадьбы вы подошли ко мне с серьезным разговором. По моей легенде, дом принадлежал моей бабушке, и в том разговоре свекровь протянула мне документ и сказала, что бабка уже старая, и дом нужно у нее отобрать. Мол, подсунь ей бумагу на подпись, и так заберешь дом себе. Меня, честно говоря, это тогда не на шутку рассмешило». Лицо Анатолия исказилось от бессильной ярости и животного страха. «Что за бред ты несешь? «Бред?» — я усмехнулась. «А как насчет этого?» Я медленно достала из кармана ту самую флешку. «Здесь собрана вся информация о твоих предыдущих жертвах, Анатолий. Или мне называть тебя Анатолием Соколовым? Или, может быть, Громовым?» Зинаида Петровна вскочила с места, как ужаленная. «Это клевета! Мы уходим!» «Боюсь, что нет», — твердо сказала Наташа, блокируя выход. «У нас есть все основания для задержания вас обоих по подозрению в мошенничестве. А еще у меня есть показания ваших предыдущих жертв», — добавила я, глядя на них без тени сожаления. «И цифровая запись, на которой вы в моем доме обсуждаете, как завладеть бабушкиным жильем». В этот момент бабушка встала и сняла очки. «А мне можно идти? Моя роль окончена». «Спасибо, Нина Михайловна», — улыбнулась я. «Вы сыграли превосходно». Анатолий наконец осознал всю глубину провала. С диким криком он рванулся к двери, но был мгновенно остановлен и обездвижен полицейскими. Его и Зинаиду Петровну, борющихся и что-то бессвязно кричащих, увели из дома
зачитывая их права. Когда все закончилось, мы с Наташей остались вдвоем в опустевшей гостиной. «Не могу поверить, что все сработало», — выдохнула она, проводя рукой по лицу. Их самоуверенность сыграла против них. Опустилась я в кресло, чувствуя, как накатывает внезапная, всепоглощающая усталость. Они были так ослеплены мыслью о легкой добыче, что не разглядели ловушки. Через полгода состоялся суд. Благодаря собранным неоспоримым доказательствам и показаниям других пострадавших женщин, Анатолий и его мать получили реальные тюремные сроки за мошенничество в особо крупных размерах. Я развелась и начала жизнь с чистого листа. Дом остался моим, как это и было всегда. Но теперь он казался мне иным. Не просто крепостью, а местом, где я познала один из самых горьких уроков в жизни, связанный с доверием и предательством. Иногда я думаю, что могла бы просто уйти от Анатолия, едва узнав правду. Но тогда он нашел бы новую жертву. И чудовищный цикл повторился бы вновь. Теперь же, когда справедливость восторжествовала, я ни на мгновение не пожалел о своем решении. Единственное, что я вынесла из этой истории — доверяй, но проверяй. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не позволяй другим строить коварные планы на твою единственную жизнь. Спасибо, что дослушали эту историю до конца. Если она затронула вас, оставьте, пожалуйста, свой комментарий. Ваше мнение очень важно для меня. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые работы. До новых встреч в мире слов и чувств.